Всем привет! Начинаем стрим. Итак, в прошлый раз, как обычно, все у нас все пообрывалось, все заканчивалось резко, дерзко. В общем, кое-что я поделал. Делал кое-что. Решил все же вернуть. Решил вернуть вот этот get description. Вернуть, сделать его, чтобы он постоянно получал. Сейчас объясню почему. Потому что нам нужен уровень. Мы когда получаем карточку уровня, мы не знаем, что там за уровень, а сюда мы передаем уровень. Нам надо его постоянно пересобирать. Также я бы избавился от вот этого. И сразу бы возвращал то, что нам... Хотя, с другой стороны, так мы... памяти все выделяем сразу в текст и переназначаем его туда. А так мы будем постоянно создавать в текст. Так он по ссылке его возвращает. Ладно, оставим. Тут я бы поменял одну маленькую вещь. Это как оно записано. Я бы вот так вот бы записал. Убрать. Это вот оставить. Это вот убрать. Так, более как-то... Ну, понятно. Да. Так, хорошо. Есть такая история. Возвращает description, правильно? Возвращает description. Можно было бы, конечно, записать еще уровень дополнительно. Если мы дополнительно запишем уровень... не. Работать не будет. Хотя, подожди, будет. Не будет. Не-не-не. Так делать не будем. В общем. Хорошо. Есть контакт. Понеслась, отправил, и жизнь прекрасна. Здорово, здорово. Давайте дескри. Вот сделаем. Хорошо. Также я добавил, изменил, переделал о том, чтобы он находил текущий, подобавлял кучу всего, и мы сейчас будем с этим всем играться, разбираться. Дата-тейблы посоздавал эффекты разные. Посоздавал дата-асты разные на эти эффекты, то есть на бафы, дебафы, которые нам карточки дают. Потом для enemy все вот эти вот штуки сделал. То есть у нас есть enemy, вот они, вся пачка player, на плеера влияет, и на плеера и enemy влияет. Есть точно такая же история и с эффектами, то есть enemy, player и player and enemy. Вот. Также я подокачал тут всякого добра. Сейчас будем смотреть, что я тут накачал. Dark Knight. Maps можно сразу, наверное, удалить. Так, нигде нету. Delete. Dark Knight Mail. Тоже Maps есть. Демо есть. Стандарт какой-то. Так, Mail, Animations. О, тут все с анимейшенсами есть. Нас это устраивает, нам это подходит. Mesh. Sword имеется. Always Sword. Почему у тебя Sword упал?
Да. Ну, в общем, это наш персонаж будет. Все очень легко и просто. Это наш. Меч ему дадим. Кнайт. Все отлично. Все прекрасно. Меч мы ему в характере засунем в сокет. Прям там сразу шлеп и все. У нас пока он ничего меняться не будет. Это все потом. Поэтому мы указываем вот этого в качестве... Давайте сразу это и сделаем. Датасты тоже вот эти вот для карт player, карт player and enemy и карт enemy. Вот эти вот. Я его тоже создал. Так, characters, players. Player, точнее, mesh выбираем. Да, тут будет очень весело. Full он называется. DKM. Вот, выбираем full ему. Все, вот он прекрасный наш. Берем сюда event. Socket. Так, add. Handar. Все как бы легко и просто. Я тут особо морочиться не собираюсь на данный момент. Он такой и такой. Все, мы его добавили. Можно шаг как-то меньше, что ли? Ну, и отлично. Не то, чтобы его там видно особо будет. Хорошо, есть. Все здорово, здорово. Давай начнем play. Вот наш Кнайт ходит, отлично атакует. Все есть, все здорово. Бегает, все прекрасно. Бегаем ему того Кнайта дайте. Наверное, если он там есть, конечно. Вот наши бонусы. По этим я там по названиям могу где-то ошибиться. Но потом исправим. В общем, increase player accuracy на 0,5%. Повышает. Стамину на 10 повышает. Или critical chance на 1,5% повышает. То есть берем, допустим, стамина 10. Зеленая стамина. Взяли стамину. Бац, у нас макс стамина увеличилась. Это у нас второе. Это decrease player and enemy strength. То есть можно силу и врагам, и себе уменьшить. Либо увеличить себе и врагам армор. Либо увеличить тоже армор. Вот этого я, кстати, не может сейчас и сделаем. Потому что он одинаковые. В случае, если одинаковые, то он их перебрасывал заново, чтобы не было одинакового. Также по-хорошему он еще уровни должен там взять. То есть текущий 10, то переброс. Очень интересно. Так. Хорошо. Ну, давай повысим армор себе и врагам. Оп, улетел. Бам, increase enemy health max. Можно им health max повысить. Да, у них там был прикол в том, что у них health current не повышался. То есть health max повышался, а health current не повышался. Ты исправил, но я там поставил себе напоминание о том, что может быть иначе надо будет это сделать. Через тоже эффект. И геймплей эффект давать, чтобы он брал и означал его. Потому что сейчас у меня там
Сейчас у меня там... Да, у меня вот MB Create Gameplay Effect for this. Вот оставил я себе. Здесь просто Set Health Current, он устанавливает. Но может быть все-таки стоит Gameplay Effect сделать. Хорошо. Давай Player and Health понизим. И, ну, регена я, кстати, еще не делал. Регена ХП нет, не существует. Вот 25 у них. 15, потому что тот залетел со старым, а этот с новым нет. Стамина Макс. Да, в общем, такая вот история. Единственное, что я бы еще хотел, знаете, что сделать? В эффектах... Нет, это Exo Delivery Base Enemy. Вот этот. Вот магнитуд. Экспреворд на пятерик изменить. Да. И количество врагов, что-то как-то они прям сильно так спавнятся. Очень много их. Тоже надо будет править и вообще вынести эту всю историю сюда куда-нибудь. Spawn Max Attempt. Distance. Вот сюда вот спаун вынести. Spawn Rate. Такого. Хорошо, сюда мы их добавили. Сюда мы наши персонажи добавили. Все, он есть. Здорово. Потом в главном меню. В главном меню, в общем, надо будет его добавить, чтобы могли его выбрать. То есть мы его записываем, какой персонаж. И назначаем его сюда. Точнее, даже не сюда мы его назначаем. Мы записываем именно скелета, вот этот статик mesh и всякие. Аним Blueprint, там нужен будет персонажи. В датас эти персонажи, в общем, нужно будет mesh указать. Или не mesh указать. Самого персонажа указать. Самого персонажа указать. А гейммоду... Гейммоду что-то сделать. First, сейчас где он тут? Default Pound Class. Потому что это main меню. Вот гейммод наш. PP Player Character. Но я помню, в блюпринтах там какой-то метод вызывался. В плюсах, наверное, все попроще будет. Там можно одним методом просто взять, указать характера и полетел. Посмотрим. Так, окидоки. В общем, с чего начнем? Давайте карточки. Пока быстренько с карточками поделаем. Потом к характерам. И спаунайнами немножко тоже подправим. В плане частоты призыва. Вот здесь у нас призыв идет, и он каждую секунду происходит. Тут-тру. Приветствую. Он каждую секунду происходит. Каждую секунду происходит. И... И чё? И то... Как мы это сделаем? Он должен будет либо пропускать его... Либо переносить ее и ставить на этот, на тик и высчитывать ее, либо запускать таймер.
здесь вот не в сет-таймере его делать, а отдельный таймер запустить, который будет самостоятельно его делать. Наверное, лучше так. Когда у нас появится возможность влиять на скорость в плане того, сделать больше, чтобы спавнилось, меньше, чтобы спавнилось. То есть удалить таймер, поставить новый таймер, да. Spawn wave таймер. Сейчас создадим. Как дела, Артмарис? Как дела у тебя? Как работа? Как кухня? Так. Spawn. Game time hour. Вот здесь создадим. Spawn wave handle. Spawn handle. Привет. С днем познания алхимических трактатов. Привет, спасибо. Взаимно. Нормально. Эту недельку отрабатываю в отпуск, на недельку пойду. О, хорошо, это хорошо. Так, spawn wave handle. И нужно new property засандалить. Давай сюда. Вот. Spawn wave. Spawn wave rate. Хорошо. Date. Spawn. Что? Spawn enemy wave. Spawn enemy wave. Вот этот вот. Сюда мы spawn wave rate. Сюда мы этот handle передадим. Оки-доки, есть контакт. С кухни все сложно. Приходится проект согласовывать с женой. Тут ящик не устраивает, как стоит, и все такое. Классик. Классик. А с цветами все окей? Или еще не дошли? Вот цвет того или сего. Так, spawn enemy wave. Мы вот это вот убираем. Здесь не 0 делаем, а 1. Так. Тим Суильневый везение. Надо было коллабиться с Брейнротом. Сейчас бы у него были все деньги мира. Понятно. С Светом позже будем разбираться. О, там могут быть мощные разборки. Так, по поводу этого... Блин, мне интересно, как повлияет на Unreal это все дело. Вообще повлияет. А еще я жду одного товарища. Я его хочу кое-что спросить. Сегодня зайдет этот товарищ или нет? Главное не забыть, что я хочу спросить у него. Это вообще будет фиаско. Так. Отсюда мы его удалили. Хорошо, есть контакт. И вот у нас спавнит, когда нам надо. Можем остановить теперь, запустить. Все отлично. Повлияет, конечно. Как бы кризис всех коснется.
Не, ну кризис, ну как именно повлияет, понимаешь? Если из разряда все мы направляем, все в Unreal, мы сейчас будем штопать кучу новых фишек, добавим кучу улучшений, там оптимизация туда-сюда, вот это вот все, это одна история. А если, ну мы, короче, решили выпускать чуть реже патчи, они будут больше, вы верьте нам, они будут куда круче, качественнее, мы просто реже их будем выпускать. А на самом деле, ну, шляпа. Вот в этом плане. Не, ну у меня уже есть запасной. Я уже знаю, куда можно. Если чё. Unreal не то. Уже есть куда врываться. Так, хорошо. В общем, может по-разному повлиять. Потихоньку начал изучать Unreal тоже. Недавно сделал вауль через монтаж. Тяжело для моего глупенького мозга. Да ладно. Как говорится, придрочишься. А это уже что-то, видишь. Мэтрион Монтаги в смысле? Я понял, Движок понял. не так много бабла приносит, как Fortnite. Движок не так много. Ну, наверное, не так много, как приносил Fortnite, потому что, судя из тех графиков, которые я видел, там прям он гораздо меньше начал приносить баблишко-то. Поэтому фиг его знает. Они же не отчитывали, или они отчитывали, сколько им приносит. А перед кем они должны отчитываться? Сколько им приносит движок? Сколько игр выпускается на Unreal и сколько монтажистов, монтажеров, или как там вот этих вот эффекты, которые делают для фильмов и прочее, сколько они покупают. Они же там платить должны бабос за эту всю историю. Это же раньше все было фри. До момента, пока там Unity не начали, и Unreal подсуетился у себя. Так, хорошо, мы запустили это, все сделали, все, он теперь принимает его как надо. Как надо. Они не открыты акционерно, поэтому не обязаны отчитываться. Нет, понятно, что они не обязаны отчитываться, но мы, короче, не знаем, сколько они зарабатывают на движке. Вот если бы мы знали, это была бы совсем другая история. Так мы не знаем. Так мы не знаем. Ну, в общем, как-то так, да. Слушай, может его вообще вот так вот сделать? А ну-ка. Ой, упал. Подожди, подожди. Вот. Как-то перед лицом все. Да. Что я говорил? Ну, короче, мы не знаем, сколько они заработали там. И никто не скажет. По всей видимости, не делятся засранцы. Поэтому может быть и много. Да. Ну, я думаю, до движка дойдет после магазина. То есть, если они с магазином начнут что-то делать... Ну что, эра Fortnite прошла, это логично. Сейчас многие ушли во всякие Ark Riders и т.д. и теперь бабла туда сливают. Отсюда и просадки у Fortnite. Все устали просто от Fortnite туда. Что-то новое хочется. Все устали от стилистики этой. Наверное, я не знаю. Я не знаю, так это не так. Ну, в общем, да. Так, а ну-ка. Ну, в общем, мне кажется, что вначале они, если и будет что-то влиять, то вначале будет влиять на магазин, потому что, я думаю, магазин приносит меньше бабла, чем... Он жрет больше бабла, чем движок. Так. И поэтому с раздачами они что-то сделают. Так далее. А что там за проблемы в Fortnite?
И чё, Fortnite начал меньше бабла зарабатывать. Они донаты повысили в стоимости, меньше дают теперь за донат. И уволили около 1000 разработчиков. И заявили о том, что Fortnite все больше не приносит столько бабла. И как бы поэтому мы сокращаем. Так, хорошо. Что я сделал? Я сделал эту штуку, правильно? Правильно. Spawn Wave Rate. То есть, если мы поставим вот так, то нас забросают enemy. Все, пошел. Шу-ш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 у. Все, нас забросали ими. Ну, а если мы поставим меньше, то будет меньше. Логично, правда? Раз в 2 секунды. Ну, да, они как-то не так сильно. А какой сейчас жанр в топе? Экстракшены появились, некоторые популярные, но я что-то не вижу новостей, что это золотая жила. Бдюс у того же X потери, скорее всего, да. колоссальные. Сколько играний бесплатно раздают и сколько бабла башлют за всякие типы эксклюзивы на год, а народ больше любит в Стиме покупать игры. Ну, это да, да. Но с магазином у них беда. Да, магазин сам по себе говно. Ну, объективно, он шляпа. Он неудобный, он открывается, интерфейс отстой. В общем, все, ну, я не знаю, как на отвали сделано, но только другое слово. И поэтому, ну, им тупо неприятно пользоваться. Он не интуитивный. Насчет интуитивности, неинтуитивности. Относительно недавно что же захотел Fortnite попробовать. Но это было еще до вот этих новостей, когда у них там поувольняли и прочее. Я зашел в этот Fortnite. Это просто ужас. Я не нашел кнопку, где вообще, как играть. Играть как? Это как непонятное меню. Все, во-первых, нафига все менять? Вот это вот, то, что ты заходишь, у тебя вообще другой интерфейс, как будто другая игра. Ты зашел, непонятный интерфейс. Нажмешь играть, тебе огромнейший список каких-то игр других открывается. Что происходит? X ест около 400 МБ видеопамяти только потому, что весит в 3. Попробуй сам глянуть видеопамять и закрыть его. Видеопамять именно. Успех. Короче, все, я нифига не понял. Я посидел, потыкался, а я хотел найти режим, где без стройки. Что-то поискать и вообще где что, как начать. Вообще ничего не понял. Такой, играйте сами, вот там, все, до свидания. Без меня. Это ужас какой-то. Вот магазин по той же самой схеме, тупо неприятно как-то пользоваться. Вот он, ты нажимаешь, тебе начинает скачивать, зачем ты хотел посмотреть что-то. Ты нажимаешь, он тебе нажимает play потом, а ты хотел посмотреть, сколько она весит, допустим, игра. Блин, ужас. Так. Health реген. Стамина, реген и армор. Сложно соперничать. Вот там кто-то хотел на Габена в суд подать за лутбоксы в КС, и в итоге теперь в суд подали на того человека, что у него есть имущество, которое прошло мимо налоговой и т.д. Серьезно? Я не слышал этой новости. Это успех. Ну тут сейчас придет человечек один, так сказать, который в теме, скорее всего, и мы с ним пообсуждаем по поводу конкурента Unreal. Тут в апреле конкурент Unreal и Unity, может быть, будет, если я все правильно понял. Если я все правильно понял. Так. Health реген. Надо, кстати, настроить Health реген. Стамина реген-то есть, она будет. Да, вот она быстренько регенит. По-быстрому. Так, давайте ХП понизим. Выйдет новый RPG Maker. Не. Блин, enemy health, health max. Че так прокнуло 3 одинаковых, нормально? Давай возьмем. Ну, прикольно. Вот я что-то не догоняю. Вот здесь почему он их не коцает в эти моменты. Он иногда как-то вот
что-то как-то не так делает. Давай Evasion прокачаем. Вот почему он ему не нанес урон? Почему этим не нанес урон? Почему этим не нанес урон? Он как-то странно работает. Это надо будет фиксить. Тихо. Так, вот здесь у нас выбор должен быть открываться. Такой вот тип такого, такой вот тип такого. Оп. Непонятно почему. А может быть... Не. Надо смотреть, в общем, как там нанесение урона работает. Хорошо, это мы добавили. Я хотел сделать, чтобы одинаковые картонки не попадались. Где Привет. у нас тут? Привет. Так, spawn enemy wave. Spawn enemy wave. Play level up cards. У нас... это я закрою. Сейчас мы будем... Spawn apply level up card. Level up. Level up. Вот здесь он собирает картонки. Да, вот он их собирает. И вот здесь он 3 картонки ищет. Ну, там то, что мы указали. Карта тупик. Здесь он берет. Throw, хорошо. Мне интересно свой движок писать. Да долго, зато столько всего интересного изучаешь. Ну это да. Ну это да. Ну смотри, по поводу свой движок писать. Ну что такое? Ну вот свой движок, это вот что? Вот тут да, самое вот простое даже, если подумать. Вот тебе нужно сделать, чтобы он принимал модели. Правильно? Берем FBX. То есть тебе нужно, чтобы твой движок понимал, ну, что такое FBX и работал с ним. И вот ты начинаешь с этим писать. А это не, ну... скорее всего, что будет? Ты загуглишь и скачаешь какую-то библиотеку и вставишь чужую библиотеку. И так будет с саундами, потому что он должен понимать, что такое саунды. Ты же не будешь сам писать, что такое саунды, чтобы он сам вообще у тебя... Или ты вот настолько будешь все это писать? Просто если вот прям настолько, то это навечное, во-первых. А во-вторых, это, ну... Вот тогда ты, да, действительно много чего узнаешь. А если поставлять библиотеку, вот как-то уже что-то как-то... Одну библиотеку взял, просто какую-то шлеп к себе вставил, потом вторую вырвал где-то, вставил. И в итоге получилось Unreal на тех же библиотеках. Так. Хорошо. Он добавляет сюда. Вроде как в ранние времена саунд-библиотеки жмотились покупать, но детали уже не помню. Вот, хз. Ну, все писали свои, получается. Но это только вот FBX, допустим. А ты написал FBX, а там же есть еще какие-то форматы для моделей. Потом есть FBX, это же как раз таки и анимация, там же не только модель. Для текстур всякие, или что я сейчас сказал вообще. Еще текстуры, чтобы он у тебя понимал, как это все делал. С графикой вообще, в принципе, как он работал. У меня пока GLWF формат для моделек. А насчет сундов там не все так сложно, как кажется. Ну ладно. Свой движок это жесть. Я пробовал на голом OpenGL делать и на один парсер для моделей потратил 2 месяца просто ради того, чтобы они просто грузились. Ну, тут это... Вот, да, это долго, это, ну... Самой разработки игры это приступишь просто никогда. Потому что ты будешь писать движок, а потом тебе захочется, по-любому захочется переписать что-то. Оно что-то сломает, и ты потом захочешь все переписать.
Ну, почти все. И это все. Аккумулейт. Вот здесь он получил ее. Смотри, в чем дело. Он здесь делает брейк, да? Вот тут вот очень все интересно, потому что тут do while должен быть. Do вот эту штуку. Что? Подожди, вот сюда. Do вот эту штуку, while эта штука. И мы должны ввести какой-то бул, ну, чтобы напнуть его. Сюда передать ее. Знаете, какую штуку? Просто он сделает здесь брейк. Правильно? И потом должен будет выйти. А вот эту штуку он делает, пока не получит новую штуку. Просто кое-где закладываешь места на расширение. Самое сложное — это написать самое начало. Когда у тебя все в куче и ты чистишь. Это в архитектуре просто места на расширение. Ну вот, когда в куче. Плюс ты ж, ну как, сборщик мусора тебе по-любому делать сразу. И ты начинаешь его делать. Ну, в общем, короче, ты занимаешься разработкой именно, ну, системы какой-то. Да, уже движок претерпел пару больших изменений, но они не были критичными. Просто вы слабаки. А нужно начинать со своего процессора. Центов. С шахты. Шахту. Кайлом наяривать. Видишь, чпок, чпок. Добываешь, переплавляешь. Игру в этой жизни на нем точно не сделаешь. Да и зачем, когда есть Уэонит и Годот прочие? По сути, изобретаешь велосипед. Нет, тут же вопрос именно интересности. Но мне, допустим, прям настолько... Ну, просто посмотреть, как что там попробовать, может быть, было бы интересно. А вот добивать до конца не особо. Еще раз, вот тут он перебирает все вот эти вот и ищет рандом. Значит, рандом он должен шлепнуть здесь. Accumulate chance он тоже должен здесь шлепнуть. То есть они должны только тут существовать. Bull. Card. Card found. Card found. Да, и вот сюда вот передать. И card found. Тут вот equal true. Но есть нюанс в том, что вот здесь он делает add, если он попал, а он должен сделать следующее. Он... Блин, это жесть, тут столько циклов, это просто красота. А ничего ты с этим не сделаешь. Тебе надо найти 3 карточки, вот они 3 карточки. Тебе надо, чтобы они не повторялись. Вот этот цикл за этот отвечает do while. Этот цикл отвечает за то, чтобы найти из всего пула карточек рандомную именно карточку. А вот тут цикл будет отвечать за то, чтобы найти ту карточку, которая, ну, не... Которая не... То есть for... нет, не такой for мне надо. Selected soft cards. И soft вот этот вот товарищ мне нужен.
Чё? Ты РПГ какую-то делаешь? А, Да нет, наверное. Или нет, да, наверное. Я не знаю, как Vampire Survival Diabloid. Будет. Soft card. Давайте так назовем. Soft card. Ага. И вот здесь, вот сюда его поставим. Да, он делает брейк здесь и уходит. Вот здесь мы спрашиваем. И card base, да? То есть мы берем и спрашиваем if вот этот вот покемон равен card row d card soft. О, этот ожил. d card soft. Если он равен. Нам надо наоборот. Не, подожди, если он равен, да, то он делает просто... Блин, он же не сделает брейк. Понял, да? Привет, что за игра? Привет. Vampire Survival и Diabloid. Между тем и тем будет. Улучшение не только для персонажа, но и для врагов, которые выбиваются вот эти вот каждый там уровень. А обилки в основном юзаются, то есть более активный геймплей. Так. Soft card. Подожди. Давно делаешь? Сколько? Недели 2-3. Я уже не считаю. Надо по стримам смотреть. Плюс я до стримов там еще начинал. Вне стримов делаю. Зачем столько циклов? Не легче ли идти методом исключения? Нашел одну карточку, исключил ее из массива карт, чтобы другая уже не была повторкой. Или я что-то не так понимаю? Нет, ты все правильно понимаешь, да. Вот я сейчас как раз таки вот тут это об этом и задумался. Мы ее когда добавим первый раз, мы ее из card draw. Дело в том, что card draw... ну да, card draw. Да. Нет. Дело в том, что если ты ее исключишь, там все похерится. Там надо будет пересчитывать. Там не получится так. У нас есть шансы. Он же не просто рандомно, случайно выбирает из всего списка. У этих ребят есть шансы. То есть, допустим, 10 карточек, у какой-то один там единичка указана, у какой-то там десяточка указана, у другой там 100 указано. Он их все складывает. Я потом... РПГ делал, тоже на газ. Все бы ничего, но какой же он тяжелый. Особенно для сингла. Но для десяток спилов, шмоток и бафов это спасение, не нужно самому все пересчитывать. Но это да, он тяжелый. Вот это мне тоже вот не нравится, короче, мне это. Ну, я смирился. Так вот, он же их все складывает потом, у нас общие шансы получаются. И в дальнейшем мы вот здесь вот спрашиваем, ролл меньше или нет, и добавляем его. Я не знаю, как объяснить иначе это. И если мы вырвем кусочек, вот этот шанс... Когда в стиме ждать? Когда будет готово. А когда будет готово, тут как бы... Это вопрос. Короче, если мы вырвем его, у нас вот эта вся структура поломается. То есть это не будет работать. Понимаешь, в чем прикол?
Вот, поэтому это не будет работать. Можно сделать... Так вырывай из временного массива. В смысле, так он и так из временного массива вырывается. Ты не понял, как это все работает. Мы записали вот сюда эти карты. Вот здесь ты хранятся их шансы. Ты же потом из него достаешь шанс этот. Ты когда вырвешь, у тебя общее останется, и все. Ты же их добавляешь потом, смотри. У тебя, допустим, идет... Через годик управимся, как говорил Дыбовский. В итоге его игра вышла через 7 лет. О, да. Завтра будет готово. У тебя идет, допустим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У них по шансам этим. Ты выбиваешь цифру 7, условно. Ты их сложил, вот эти вот 1, 2, 3, 4, 5. Давай до 5 досчитаем, так попроще будет. Сколько будет 1 плюс 2? Это 3. 3 плюс 3, 6. 6, 10 и 15, правильно получается? У тебя общее 15 идет. Ты выбиваешь от 0 до 15. Рандомное число, у тебя выпадает 7. Ты берешь, спрашиваешь первый элемент, у него единичка. Единичка, она меньше, чем вот эта наша семерка, которая выпала? Нет. Мы идем дальше, ко второму элементу, и добавляем его сюда. В аккумулейт вот этот, который мы записываем. И добавляем наш вот этот ченс, который еще дальше. То есть двойку добавляем. У нас уже тройка получается. И спрашиваем, наш ролл семерка, он меньше либо равен этой тройке? Нет. Он не меньше. Идем дальше. Добавляем опять следующий. И он всегда его достает из как раз-таки нашего вот этот кардроу. Он из него достает вот этот шанс. Постоянно. И если ты вырвешь кусок какой-то, допустим, четверку ты вырвал, то есть у тебя должна была попасть четверка, четвертый твой элемент должен был попасть в эту, а ты его вырвал, то у тебя уже сам этот... подожди, или наоборот. Я что, толчен здесь не беру? Подожди. Сам себя запутал, что ли, получается? Рандом, вот этот вот. Вот. У нас же рандом будет бросаться от этого до этого. Проблема не с тем, чем я думал изначально. С тем, чем я думал изначально, нет проблемы. С вот этим вот проблема с роллом. То есть ты вырвал вот эту четверку, и у тебя уже получится не 15, а до 11 он будет бросать. Точнее, он бросит до 15, а у тебя будет 11. Фу, то есть он может бросить 15, а у тебя 11. И, соответственно, он не найдет такого. То есть такого нету. И он просто-напросто на следующий цикл пойдет. Он не нашел карточки, ничего нету. Такой. Соответственно, следующий он пойдет. А потом ты еще одну вырвешь. Total вычти индекс. Ты имеешь в виду сразу вычесть то, что мы и берем. Вот эту вот часть. Вот это уже совсем другая история. И здесь пересчитать его, правильно? Соответственно, вот тут, когда мы это делаем, когда мы делаем add. Когда мы сделали add. Соответственно, card found нам не нужен. Card found нам не нужен. Этот нам не нужен. Из тотала мы вычитаем вот этот вот chance. А вот это совсем другая уже история. Вот это сработает. То есть мы из total chance... После вот этого add как добавили, мы из total chance вычитаем card draw chance, который здесь был. И card draws мы делаем .remove. Card draw. О, он выкупил. Что я тут делаю? Хорошо. Все. Ну да. Ну да.
Да, эти две строчки куда, куда профитнее, чем те. Все. А все? А по-моему, все. То есть первое у нас по-любому это нам количество, сколько карточек надо выбить. А второе это... Это мы сами карточки перебираем. Вот благодарю. Вот это было полезно, да. Total Chance. Отняли. Карт remove сделали. И все. Так, а мы нигде его дальше не используем. Это сейчас там дальше использование идет. Пик. Здесь мы его не трогаем. То есть это единственный момент, где мы его используем, и мы его ремуваем. Отлично. Единственное что. Чек адрес. Чек адрес. Attempt to use a container element being modified. Подожди. Is not part of element with a container implements. Ну, хорошо. Remove all. Return. Элемент равен этот. As many instances of that the array. Он возвращает. Он вообще удаляет все. Remove as many instances of. Хотя здесь remove all. Ладно, ничего не понял. Окей, хорошо. Вроде все. Есть. У нас он не должен будет его драконить. Но это не точно. Хотя насчет вот движка, то, что там сборщик писать, не сборщик, на расте можно сразу писать. И не надо никакой сборщик. И все, и жизнь прекрасна. Так. Ну, давай посмотрим, что у нас. Мне кажется, дело в том, что вот этот куб, он нифига не такой, как он рисуется. В действительности надо будет пересмотреть, поэтому там урон не получают некоторые. Так. Манреген, бла-бла-бла. А что ты... подожди, что это? Чтоб одинаковые не попадались. Давай по ракурсе. Еще, может быть, я по ним не попадаю. У них же есть шанс уклонения. Подожди. А это, кстати, надо будет как бы сделать виджет, который показывает, что уклонение. Потому что это не очень смотрится. Непонятно. Просто у нас шанс попадания 95. И шанс уклонения у них, по-моему, 2% идет изначально. Или там чуть процент, что такое у них. Еще очень маленькое. И поэтому, ну, может быть еще и вот эта вот история. Так, increase player and enemy armor. Понизить хп. Increase player and enemy health.
Что мы сделаем? Что? Повысим хп им и себе их? Не, давай понизим им хп. Так. Крис, Enemy, Health, Max. Вот Evasion, если им повысить, они будут... Кстати, 2 секунды, вот мало, как-то мало народу. Так, стамина Макс. Ну, я, короче, здесь залипну сейчас на вечно. Health реген нужно сделать еще, чтобы был. Стамина реген у нас имеется, то есть стамина пополняется. А вот хп у нас не пополняются. Так, decrease player and enemy health regen. Health max. Кстати, надо сделать, чтобы он был, уходил в минус. Чтоб накапливался. Так, increase. Но не коцал. Health max and enemy health max. Давай армора себе им поднимем. Не, так что-то как-то не очень. Сильно медленно. Не спавнятся, не представляют вообще никакой угрозы. Но это правда потому, что милишники в основном. Были б... Так, Health Max. Это Enemy. Давай мы еще Evasion поднимем. Надо, чтобы еще раз Evasion попался, короче, у Enemy. Вот мы так долго сейчас будем бегать. Вот непонятно, это не сработал, потому что не сработал, или это просто у него Evasion мы-то ему прокачали, или Accuracy сработал. Так, Evasion это наш. Player Evasion, давай наш Evasion прокачаем. У них тоже 95 шанс попадания, то есть они могут мазать. Я так надолго застряну. Ай. Да ну прекращай. Давай еще один. А, ладно, уже мы сделаем иначе сейчас. Хочу показать одну вещь. Что это такое? Это сила, эксприворот, аккураси. 90 Evasion. Ну да, у них 1%. Давай 50 сразу сделаем. Так, ну аккураси, допустим. Аккураси у плеера выбрали аккураси. Здесь Evasion. Единичка. Бля. Надо, кстати, коллизию отключить у меча. Increase Max Health. Evasion. Ну да, вот тут Evasion 1.5, то есть он подтянул изменения. Я хотел изменения показать. Есть или нету? Вот все показал, все, вернем обратно. А что за конкуренту у Аппети? Ну, я не уверен, что это прямо конкурент, но Sandbox, Steam выпускает свой почти движок. Почти движок. Ну как это, я прям перед стримом, то есть я подключал стрим, мне попался видос, я пока подключал стрим, я его посмотрел там 5 минут, там чувак рассказывал о том, что что-то связано с разработчиком Гарризмода, что они там вместе что-то намудрили, и вот движок в апреле выпустят в Steam, и можно сразу его релизить как свой продукт, что-то типа такого. Но я так понял, судя по тому, что я увидел в видосе, что слушать я-то особо и не слушал. Это что-то типа Roblox, скорее всего, будет. Там C-Sharp, правда. Вот.
по языку. Но надо будет посмотреть, что за инструмент. И мощный он, не мощный. Плюс там Дендракл у нас, он у нас по Габену. Может, он что-то знает об этом. По Габену, по Сорсу. Так, вот это вот я хотел бы включить ему. No collision сделать. Хорошо, пойдем туда. Будем на C# писать. Посмотрим, как там, чего. Как там. Прочее. Но это интересно, поделать что-нибудь такое на сорсе. Ну, это не совсем сорс, но... Точнее, это сорс, но не в смысле сорс. Это не тот, который... Эти, как его там, какие-нибудь разработчики Half-Life Alyx использовали. Но с теми же технологиями. Я не знаю, короче, как объяснить. Надо гуглить. S and Box. Вот этот персант. Короче. Я уже желаемо добавил. Горизмон 2.0. Ну, что-то типа такого, да, только с возможностью... С возможностью более такой... Более разработческой, программистской возможностью. Вот, я не знаю, как еще сказать. Что делал? Подожди. Карточки мы сделали, это сделали. Я реген хотел добавить. Он в атрибут сете, по-моему, у нас происходит. О. Стамина. Где у нас реген происходит? А что лучше целиться? Смотря для чего. Странно, я не знаю, зачем они, почему C#. Ну, скорее всего, понятно, почему, потому что это все-таки неполноценный там движок. То есть, как бы движок, но не движок. Так, стамина реген. Подожди, я... Стамина реген. Подожди, я ее через эффект даже делал. То есть там не таймер, там эффект. Даш, стамина реген. Вот, стамина реген. Вот он, красавчик. А находится он... О, как тяжело. Находится он в... Stat Night. Непонятно, где он находится. А, он прям здесь находится, в player характере. Player характере, а где именно? Что такое? Down камера. Таги. Так, ладно. Угу. Вот этого быть не должно здесь. Стамина реген, вот она. Стамина реген, я твою душу любил. Стамина реген сделана через этот. Но я понимаю, что я, скорее всего, сюда тестовая история была добавить.
Нам надо то же самое сделать на ХП на манну. И самое интересное, что нам надо еще сделать это на этот... Скажи мне, пожалуйста, я тебе скажу. На enemy, чтобы они тоже реген имели. Какой-то. Мало того, чтобы они реген имели, чтобы он подтягивался из этого. А он подтягивается или ничего он там не подтягивается? Стамина current and base, attribute based. Стамина реген. Так, добавляют. Вспомнить бы, как это работает. То, что он infinite, это понятно. Период понятно. Курву он не юзает. Добавляет таг. Стамина current. Атрибут based. Он добавил один. И на стамина реген. Вот это вот работает. Вот так. То есть мы ему указали здесь, и все, и понеслась. Хорошо. Такие же штуки мы должны там добавить. Хотя, подожди. Можно... Зачем делать несколько классов? Правильно? Просто один это будет player реген. Player реген и enemy реген. Что у плеера реген, у него он и ману должен содержать. Поддерживаю. Так. Врыв такой мощный. Врыв такой мощный, интересный. Так, хочу ли я общий писать или нет. Кстати, может быть и enemy тоже ману добавлять или не добавлять им ману. Зачем лишние параметры эти держать? Наверное, мы не будем им ману добавлять. Вообще никогда. И стамину тоже. Поэтому все легко и просто. Мы делаем следующее. Мы вот это тут стамина реген моя. Просто-напросто переименовываем под просто реген. Player реген. Player реген открываем. Период. Правда, вот период. Может быть, я хотел, чтобы у них разные были периоды. А у них будет одинаковый период. В таком случае. Плюс этот дает стамина. Не, все-таки разные. Все. Нет, разные мы сделаем. Может быть, я отключать захочу еще что-нибудь. Давай стамина. Стамина реген. Пилы такое говно, что даже все другие движки вводят себе его. В смысле другие движки вводят его себе? С этого момента подробнее. С этого момента поподробнее. О, вот и нашелся адепт Гася. Я слышал, униты похожие сделали еще где-то. Похожие и вводят себе это разные вещи, как бы. Это разные вещи. Подожди, стамина реген. Стамина реген. Реген. Давай так сделаем. Реген. Ну, хир. И мы сейчас посмотрим, мы подсмотрим, я даже так сказал бы, мы сейчас подсмотрим, где мы это используем. Ну да, вот это я уже вынес это сюда, это мы тут описали, да. Так, стамина реген, я хочу посмотреть, где он его использует. Привет. Привет. Ability apply effect to self. И где еще? Fix this ability apply to self. Не понял.
Что делать, если все же обосрался? Банить гидру. В любой непонятной ситуации надо банить гидру. Так, стамина changed. Стамина remove active effect with grand attacks. Так, стамина regen. Clear set timer. Да я реально, встал рано утром и обосрался. Я встал рано утром. Это ты молодец. Давай я тебе бану. Если ты все же обосрался-то. Я встал рано утром и благодарю Бога, не знаю, но какой-то странный день. Сегодня собак не слышно, дыма не видно, и мама не готовила свинину. Сейчас будет шутка какая-то, походу. Очень интересная. Так, и не то, это не то. И не Помойся и постирай вещи. Fly to self. Он делает вот эту вот историю, а вот здесь-то он ее нифига не сделает. Стамина, реген, таймер, хендл. Подожди, я что за таймер В хендл не оригинале понял? было, ну для начала нужно помыться. Я не помню, как там в оригинале. Подожди. Что тут вообще происходит? Стамина changed. Это когда мы, допустим, дэш какой-нибудь использовали. У нас залетает вот этот стамина changed. Твое старое видео, сейчас я его найду. Давай, давай. Давай, давай. Get stamina max player attribute. Remove active effect with grand attack. Так, для начала, наверное, я сейчас создам таги. Для начала. Стамина, реген. Погнали. Heals, реген. По-красивому, наверное. Нет, ты все же говорил, ну для начала помыться надо. Точно? Реген. И точно такой же для манна. Да, я пересмотрел. Пересмотри еще раз. Попробуй 7 раз пересмотреть. Знаешь, как говорит, 7 раз там отмерят это вот. Тут то же самое. 7 раз пересмотри и 1 раз напиши. Так, манна. Реген. Хорошо. Heals. Heals. Я 7 раз обосрусь и 1 раз помоюсь. Это ты молодец. Так, манна, реген. Хорошо. Таги мы создали. Таги мы создали. А теперь стою на асфальте в лыжи обутый. Что у нас тут происходит? Тут это где? Вот здесь. Apply effect to self. Правильно? Правильно. Стамина... Я понял, что это за таймер. Стамина, реген, таймер, хендл. Это мы останавливаем стамину, чтобы она не регенилась после использования скилла. То есть мы использовали дэш, и у нас запускается вот этот стамина changed. То есть стамина изменилась, и чпок, триггернулась история. Мы останавливаем, ремуваем, короче, этот реген на время и возобновляем его через секунду.
Вот. Скатился на стриме 0 зрителей. Да, прям 0. Ну да, есть такое. Ну а что поделаешь? А как по-другому? Надо крутить надо. Сейчас модно. Сейчас модно себе онлайны по 40к делать. Так. Значит... Стамину мы остановили. Теперь дай подумать. Если мы его останавливаем здесь... и мы же здесь его и берем. Тут есть проблема. Если мы добавим... Что не делать, если все же помыться? Попробую обосраться. Надо его в датаст, скорее всего, добавить. Потому что, может быть, мы захотим другой реген начальный добавить кому-то, правильно? Правильно. Если мы захотим другой реген добавить, значит, это другие будут. Поэтому в датаст это надо персонажа засунуть. И я думаю, это как 3 отдельных поля сделать или как массив. Если как массив, у нас есть проблема. А как мы поймем, что это именно тот? Это постоянные проверки надо будет делать. По тагам его искать. Я бы не хотел по тагам его искать. На 3 поля надо будет выделить сразу. Это для стамина реген, health реген и этот мана реген. Так, датасты самому у него отсутствует он. А init характер у него присутствует. И как в character base он залезает туда. Player base. Короче, мы с одним челом до 100 считали, он сказал, что однажды я сказал нет, блин, дважды он сказал нет, блин, трижды, и мы тогда 100 считали, это длилось неделю. Или больше, где-то 10 дней. Да, все 100. Характер вот сюда. Character base. Еще у нас в character base находится. Так, где мы закроем? Character base. Что у нас в character base находится? Base stat. Base stat. Gameplay effect. И default abilities. Ну, это dash там какой-нибудь. LKM, PKM или что там находится вообще? О, да. Именно так. Ну, короче, пока я пошел считать с этим челом до 1000. Ну, отлично, давай. В следующем году увидимся. Так. Даже полями. Все же полями я его сделаю. Стамина реген. Стамина реген. Потом... Else. Мана реген.
Так, ну оки-доки мы добавили. Дальше я хотел бы заглянуть в мастер и найти здесь вот это DA-характер. DA-характеры. Вот тут начинаются самые интересности. Ну и что он не на begin play это должен сделать, а вот здесь. Атрибуты, да. А вот этот покемон на инициализацию улетает. Так, и из него он достает стамина реген вот таким вот образом. Все. Стамина реген. А здесь он должен будет еще одну вещь сделать. То есть, если этот, потом и Вика, Фига ты все еще стримишь. Я думал, уже забил. да, представляешь. В смысле ты еще стримишь? В смысле? Так, характер. Как там? И, D-характер, он, да, как записан? D-характер. Оу. И он должен будет его привести. Вот это интересно. UD характер, характер. Вот. Вот такой вот покемон. Очень страшный, очень опасный. Как прогресс в разработке? Продвигается. Помаленьку, помаленьку, так по чуть-чуть. По чуть-чуть двигается. Play gameplay effect to self. Угу. Так, а вот тут вот. Вот тут вот. Health и mana. Health и mana. По поводу вот этого товарища, где он стопает его, remove active effect, так, говорит, из authoritative. Active gameplay, так, это кто у нас? Effective gameplay effect container. Контейнер. Cute, переводи костюм. Так, ты всякие там. Окей. Окей, принимается. Хорошо. Хорошо. А зачем я таги создавал?
Чтобы можно было вот так через так просто его шлепнуть. Правильно? Правильно. Контейнер передали туда и шлепнули ему. Его. Шлепнули его. Нужно будет сейчас в Ability это создавать, потому что если он не создан, то толку от этого не будет. Так, мы это сделали, и теперь с чистой совестью вот это вот мы удаляем. Dashability, кстати, тоже бы по-хорошему перенести в этот... Что они тоже разные. Сейчас перенесем. Сейчас раздуплится. Я вчера полдня убил на свою тупость. У меня перестал спавниться персонаж в комнате. Дебажил я это дело, валидации ставил, ничего не помогает. В итоге оказалось, что я через пару строчек кода после спавна как истинный молодец решил почистить от прошлых юнитов и шушеры. В общем-то свежий перс попал под чистку. Не будьте как я. Классик. Перехитрил сам себя. Классика, есть такая история, да. Так бывает. Так, давай Dashability еще добавим. Character Base, Default Ability. Не-не-не. Вот сюда вот. Характер. Добавим Dashability. Мы его отсюда уберем. F7. Он сейчас будет ругаться, и мы пойдем посмотрим, где он именно ругается. Ну, скорее всего, на Begin Play он там ругается. Да, он на Begin Play ругается, и, соответственно, вот этот покемон у нас переходит в инициализацию. Give Ability. Таким вот образом. Так, а вообще это ее Gameplay Ability, поэтому сюда его тоже добавим. Все, F7. Также на будущее, наверное, вот этот товарищ, он должен еще в софте у себя хранить... Кого он должен будет себя еще хранить? Подожди, а где Enemy? Enemy Base. Вот он в софте хранит Enemy Character Class. Я вот думаю... Может, сделаем им Character Class просто. Но есть проблема... Или нет, это же T-Soft Object. T-Soft Class Enter, а Enemy Character... Просто там придется, наверное, где-то косты делать. Но зато у нас одно поле будет. Которое объединит, и там не надо будет косты делать. Хотя там мы и так делаем каст. В другом месте нам не делать его. А он же и так примет. Он там внутри самого делает. Чтобы преобразовать тип. Ну да, лучше его вынести в характер класс. Здорово. Здорово. В характер класс туда его вынести. Характер класс. Так, что там по голосованию? 18 голосов. Да, 61% считает, что да. 39 нет. На вопрос, проблемы Fortnite повлияют на Unreal Engine. 61% считает да. А что там за проблемы Fortnite? Вроде просто уволили кого-то. Ну, уволили кого-то. Fortnite начал меньше бабла приносить. Что еще там было? Донаты вот эти повысили. Это проблемы. Потому что это как бы такой мастодонт, который позволял ёпикам швыряться баблом. А он исчез. И значит, это будет сказываться на всех остальных продуктах. И так как я как бы на Unreal сижу, меня волнует это. Потому что если, допустим, они скажут, он как Unity хотели, все, теперь Unreal будет
вообще платный. Все, Unreal платный. Unreal как бы. слишком хорош, чтобы его кто-то перегнал. Наверное. Но они, понимаешь, ёпики могут его сломать. Ну, условно, если они скажут, что вот все, Unreal теперь платный, 100 тысяч даже, и даже не 100 тысяч, 1000 заработал, Надо все было плати. думать, что проект не будет вечным, копить бабла, пилить другой проект. Не, ну, видишь, это к ним вопросы. Все, Unreal платный или еще какая-нибудь залупа, то есть там на подписку посадят, скажут, что пользоваться Unreal теперь нужна подписка. Все, вот с версии 5.8, все, на подписке все. Да не, мне кажется, они просто посмотрят на опыт Unity и скажут, ну нафиг. Это понятно, но я так рассуждаю, самые плохие варианты. Он на подписку, как Adobe Photoshop, вот этот Adobe. Сделали, у них же там по подписке вся это, и будет стоить дофига, там $100 какие-нибудь в месяц. Ну и все, и на этом все, до свидания, Unreal. Сразу после того, как это происходит, стрим запускается, я не знаю, там, Unity, Roblox, я фиг его знает куда, и что-нибудь там пилим, потому что, ну, это бред. Ну тогда все пойдут на Unity. Думаю, не все пойдут на Unity, но, да, самый ближайший, к кому обратятся, это, да, Unity будет. Ну пару-тройку лет можно будет еще на старой версии посидеть, а если к этому времени его перегонит, то можно будет уже думать. Ну, смотри, посидеть пару-тройку, ну так а чё толку? У тебя ничего не меняется, ничего не... Ну да, но будущего-то нету, понимаешь, в чем прикол? Будущего в этом нету, как бы, у тебя... То есть дальше куда? Это в компанию какую-нибудь идти, если ты только работу найдешь. Вот с этой точки зрения, да. А так работу будет тяжелее найти. То есть тебе надо сразу искать работу очень быстро, потому что там будут появляться новые технологии, и в компанию нужны будут люди, которые знакомы с этими технологиями. А познакомиться ты можешь с ними только за бабло. Пилить свой движок, 10 лет. 10 лет это ты оптимистично смотришь на вещи, конечно. Очень оптимистично. Так, ладно. Давайте вот этот характер-класс мы вынесем в родителя. Вот это осуждаю. Ну так тому же условному Unity, чтобы догнать Unreal, нужно года 3-5. Это только чтобы догнать. И в основном компании долго переходят на новые версии. Да. Сразу 20 берет. Ну вот 20, да, это ближе к истине, это туда. Это только движок закончить делать, а потом еще игру делать надо. Ну, например, мы на версии Unity 2022 выпускали игру, и еле-еле пересели на 2023. Не, это понятно, что долго происходит, но все же. Все же, смысл в том, что вот как ты и написал, то есть сколько там, 3-4 года можно будет посидеть, а потом как бы все. Я ж не говорю, что полгода и все. Да, вот как раз вот эти вот 2-3-4 года. Но... Как бы да. А по поводу... Чё по поводу... Ну, в общем, короче, посмотрим, чем это закончится. Мне кажется... Ну а потом бегите, глупцы. Да-да-да-да-да. Да-да-да. Так, enemy. Вот сюда вот мы его перенесли. Здесь будет не enemy характер, а характер base. Или как он там называется? Мастер А там характера. нейросети всех заменит, не парься. Пусть возобновляет работу над отмененным Unreal Tournament. Никогда им не прощу. Нейросети, да, не нейросети. Нейросетей самих проблем. Там посмотрим, что там будет. Обещали вроде, что на этой и на следующей неделе будет GPT-6. Так что ждем. А может и чуть позже. У них когда они выходят на рынок OpenAI? Акции их там можно было покупать. Они же к этим акциям, скорее всего, приурочить что-то хотят. Поэтому посмотрим.
Unreal Tournament, ну, это все, это надо забыть. Забыть, простить. В основном забыть. Характер класс, он же здесь все окей, и он его приведет. Я, кстати, Хорошо. попробовал Челаудичаде погенерить код, чтобы он мне в проекте помогал. И честно, я охренел просто от его возможностей. Это да. Это мощно. А в каком проекте? На Unity у тебя там? Просто вот я, допустим, давал, он, ну, я 7 Я ему поставил из недавно у ГПТ 10. спросил совет, он мне дал нерабочий. Потом он сам указал на свою ошибку и сказал мне, что я неправильно сделал и показал другой вариант. В итоге я сам все сделал. Не, ГПТ тупой в этом плане, он На Unreal. на Unreal. Ну вот на Unreal, допустим, я давал кодекс, по-моему, от этих. А он делал. Но я бы на 7-8 оценил то, что он делает. Это не прям 10, то есть там было что исправлять. Здесь что я листаю просто так. А еще раз F7. Так, все, есть контакт, перенесли. Что бы я еще хотел перенести? Ну, left mouse button у нас... наверное, тоже надо skill left mouse button и right mouse button перенести. Это какие-то базовые такие приколы. А вот skill 1, 2, 3, они будут именно выбираться. То есть это игрок выбирает 1, 2, 3. Это мы потом, когда скиллы будем делать, сделаем. А это что-то базовое. То есть там у кого-то там на ПКМ что-то одно, у кого-то на ПКМ что-то другое, на ЛКМ тоже свои обилки. То есть вот эту пачку мы переносим в dataset. Вот сюда мы ее переносим. Skill right mouse button ability. Сделаю. Ну да исправлять нужно, но сам факт, что он мне убрал просто тьму рутины, и то, на что обычно я бы потратил часа 2-3, я сделал за 20 минут. ПС, ну да, рассказывай, а потом полдня искал, как ты комнату почистил после спауна. Да. Ну, блин, оно мощное, но вот я смотрю эти новости, знаешь, по ишке, я пока не видел, что, может, я просто, в такой пузырь попал, но я не видел новость из разряда, вот, компания отдала АИ делать, и он принес ей супер прибыль. Я пока видел, слил данные, поудалял, понакупал акций каких-то бесполезных, все продал, все сломал, все упало, все пропало. И вот эти вот фишки я только вижу в новостях. А по поводу того, что вот уволили 1000 народу, взяли ИИ, и теперь это приносит сверхприбыль какую-то, или даже просто прибыль, и все стало лучше, я вот таких новостей я не вижу. Но это я. Может быть, вы видите. Так, character base, бла-бла-бла. В Сбербанке, по-моему, была такая новость. Да, там тебе рассказывают. А там по отчетам, знаешь, что? Так, givability. Spec handle. Вот это вот мы тоже на инициализацию тогда засовываем. А еще там, знаешь, что говорят? Там говорят, что курдает. Там, что там? Петушиный Ух ты, крик. ёпта. Во-во-во-во-во, да-да-да. Запишите его, чтобы слышно было. Да-да-да. Оно, да. А на заборе знаете, что написано? А там дрова. Да.
Именно. Так, хорошо, мы это все сейчас надо не забыть До таких сделать. новостей еще лет 5, наверное. Но как инструмент, который делает тебе грязную работу, и после этого тебя уже не так лень допилить, я бы тоже 8Q поставил. Ну вот, да, 7-8, то есть, ну, не больше. А, еще какой-то недавно этот тест провели, не вот эти бенчмарки, когда их гоняют просто в бесполезной работе какой-то, и там супер цифры какие-то, а его заставили делать фриланс-работу. Всякую там, что-то где-то нарисовать, что-то где-то написать код какой-то и прочее. В общем, он справился с 2 задачами из 10. То есть всего 2 задачи. То есть это прям супер плохой как бы показатель. Я не помню, кого там тестировали. Я просто много видосов смотрю и что там к чему. Ну, в общем, 2 из 10 это успех. Я считаю, это прям, да. Ну, в общем, ждем шестой этот. Если они так же обосрутся, как и с 5, потому что я считаю, это был обсер. Он ничего почти нового не принес ГПТ-5. То это будет интересно, конечно. Будет очень интересно. Так, что мы тут сделали? Бла-бла-бла. Вот так делать не надо. Такие действия мы осуждаем. Но если очень хочется в своем проекте, то можно. Так. Сейчас надо поуказывать все эти штуки в датасете. Иначе у нас ничего работать не будет. Потом посоздавать Health Regen. Health Regen надо будет создать в этом. Health Regen я сейчас буду переделывать. Он должен пойти у этого быть. И у Enemy, соответственно, полететь в Character Base. Мастер характер. И там присутствовать, так сказать. Так, вот наш персонаж. Player melee attack. Right mouse button у нас отсутствует. Dash у нас dash. Подожди, BPG melee attack. Нам надо. Health Regen у нас отсутствует. Regen. BPE. BPGE. Стамина Regen. Стамина Regen. Мана Regen создать и этот создать. Потом характер класс BP. Пока BP player character вот этот. Это сохранить. Нажать play. И все у нас работает. Хорошо. Ага. А enemy у нас не работает. Знаете, почему у нас enemy не работает? Кто знает почему. Asset enemy. Потому что вот здесь мы не указали. Скелетон. Вот эту штучку мы ему не указали. Давай, оп. Ну, здесь, кстати, не добавляются они. Стамина Макс. Ту-ту-ту-ту. Хорошо, здорово. Мы молодцы. Я только сейчас понял одну вещь по поводу... Ладно, это потом когда-нибудь туда доберемся. Это я сейчас... Не туда. Не туда, так
сказать. Так, хорошо. Идем в реген. Стамина, реген. Вот этот, оп. Делаем мана. Хелс. Хелс реген сделаем вначале. Так, поехали. Первое. Как часто? Давайте Хелс реген, чтобы не сильно был, как стамина. Он единица период у него. Потом Gain to Target. Какой он дает? Он не дает. Он дает Health реген. Health реген. Стамина, уходи. Health реген. Health. Я не вижу. Health current. God based, atribute based. Коэффициент единица. Стамина реген. Мы ищем health реген. Хорошо. Все. Health реген. BPJ health реген. Так, я не помню, какой он там. Ну вот, все работает. У нас есть реген. Вот он, каждую секунду нам его регенит. А можно мне теперь реген как-то получить? Decrease player and enemy health regen. Вот единицу отнимает. И все, как бы. 0. Единственное, чего будет, это по поводу... Он в минус не уходит. Понимаешь, в чем прикол? А я бы хотел, чтобы он ушел в минус, но он не отнимал хп. Но он копился, этот минус. А он же установит его на 0. Дело в том, что по текущему коду. Ну ладно, это потом будем разбираться. Так, health. Enemy хп поднял. Increase player health regen. Вот health regen восстановили. Все начали делать Vampire Survival. Да. Но я тут, ну как, между Vampire Survival и Diablo. То есть с активными скиллами, с прокачкой глобальной, с скиллами, которые можно заменить, свои и прочее, там, квестами какими-нибудь. Ну, в общем, короче, так. Так. Я, как обычно, мимо кассы с жанром походу иду. Чё у тебя? Или ты уже говорил, я уже. Так, хорошо. Вот это, кстати, та же самая история, она туда попадет. Так, вот это вот сюда пойдет. Но единственная история, что это... Да что-то типа я am not a human. Papers, please и т.д. I'm not a human. I'm not a human. Papers, please. Блин, название что-то знакомое, а вот визуал вообще не могу вспомнить. О, вот и он. Восклицательный знак вообще. А кто это? Это тот, кого мы ждем. Это где тебе в дверь стучат вампиры? Здорово, девушка. Че за стучат вам же? Что это такое? О, это прикольная игра. Там надо пускать или не пускать гостей в дом. Где дверь стучат? Я понял, о чем речь, кажется.
Пускать или не пускать гостей в дом. А, я, кажется, понял. Ну, это более стримерская такая игра. За стримом посмотреть, наверное. Дендеракл. Делай хорошо. У меня вопрос. Что скажешь по Sandbox? Или ты не в теме? Мне кажется, ты должен быть в теме. Потому что если ты не в теме, это очень печально. Так как я хотел поподробнее узнать у тебя об этом. Не в теме? Не в теме. Как ты можешь быть не в теме? Я сейчас тебя немножко заинтригую. Как ты можешь быть не в теме, когда в апреле выходит конкурент Unreal, в кавычки возьмем на всякий случай, на Source? А? Как ты можешь быть не в теме? Ну, в кавычках конкурент. Я, ну, не уверен, что это будет конкурент прям. Опа, чё за конкурент? Опа. Опа, вот так, да. Ну, это в кавычках. Я уточняю, в кавычках. И что там? Что? Сурсу надо 10 лет, чтобы догнать уринальный движок. Ну, вот выйдет в апреле. В Стиме можно будет взять, поставить через Steam. Представляете? Просто в Стиме запускаешь, и все отлично. S&Box. Вот так вот пишется. Вот так вот берешь. Так, смотрите. S&Box. Вот так вот. Да, епт. Вот. Да, вот так вот. Вот. Да, ёпт. Да ну, прекращай. Вот. Бесплатно? На плюсах? Все, я перехожу. Ну так. Так-то Source неплохой, Titanfall 2, Dishonored. Так, охлаждай свое трахание, Дендеракл. Насчет бесплатно, по-моему, да, а на плюсах не совсем. Кое-что есть там схожее. И плюс-плюс. Так, короче. Dishonored не на Source. Короче, посмотрим, что там за покемон. Но... Это закрыть. Сейчас мы Health этот перенесем. А что он думает? О чем ему думать? Мне надо думать. 1, 2, 3. Что это значит? Опять разрывом придется писать на ссаном Шарпилуа или своем скриптовом яб. Ну, смотри, вот какой язык, наполовину, я не знаю, как... Это Вот. Creation Platform. Да, это Creation Platform, да. Что-то типа Roblox. Походу. Все правильно понял. И... Короче, там C-Sharp. Ладно, не будем тебя драконить. Там на C-Sharp. То есть это как бы, я же говорю, конкурент. В кавычках. Вы вот конкурент услышали, а вот то, что я раз 5 сказал кавычки, не, вы не услышали. Даже в Геншине теперь есть Creation платформа. У всех есть, это же новая фишка. Вот она, кстати, этот Fortnite как раз таки туда и пошел, и ничего там в итоге и не помогло им. Хотя кто знает. Статистики-то у нас нет. Не отчитываются перед нами. Ничего, на рыночек выйдут, мы акции купим, будут отчитываться перед нами. Ну бан. Плюсами растут для разработки крупных игр, равных нет. Это да. Как бы без вариантов. АК ассемблер, здрасте. Чё? Ты слабо, что ли? Так. Что я хотел? Я хотел создать еще один реген. Манна. Ну найди разраб, который писал АИ игры на ассемблере.
Ну, наверное, невозможно, потому что таких нет. Так. Манореген. Подожди, монокурен здесь должен быть. Манореген попадает сюда. Так, как часто? Я думаю, мы, наверное, и ХП понизим. Здесь будет 1.5 реген этого. Я в 11 лет писал на бейсике. Не, конечно. Скорее инди. На бейсике? А у нас тоже что-то в университете, по-моему, было там бейсик как раз-таки. Что машинка какая-то ездила. Что делали. Ну как, ребята делали. Я так, наверное, постоял. Так, health regen. Подожди. Вот это вот я, наверное, до 2 секунд увеличу. Угу. Вот. Подставили, хорошо, все. Манна реген тоже. Ну, мы никак не проверим, потому что у нас нет траты манны ни на что. Можем зато увеличить ее. Блин, enemy invasion, ну давай. Давай им силу прокачаем. Нужно еще, кстати, со временем увеличивать им статы. Каждую минуту там у нас же качается эта штука. Mana Max, Player Evasion. Слушай, ну с регеном теперь вообще мобы не чувствуются как-то. Особенно если реген вкачать посерьезнее, то вообще... Последние 2 главы по лукизму были офигительными. ГГ врубил ультраинстинкт и уронил топ-злодея манги. Ничего не понял. Но очень интересно. А вот Enemy Strength уже 6 даст. Забав. 1,6. Давай мы силу прокачаем. Чего, больно будет? Чуть не особо. Ну, потому что мало сильно. Ух, ё! Вот это они застакались, слышишь? Больно. Мана реген, стамина реген. Critical Chance. Давай Critical Chance возьмем. X2 урона никому не помешает, правильно? А вы смотрел бы Dragon Ball и знал бы, что ультраинстинкт это когда на максимальной реакции скорости уворачиваешься от ударов и бьешь в слабые места противника.
Что за Dragon Ball? Вот видишь, не смотри. Ну, для этого у меня есть ты. Ты у меня пояснительная бригада, поэтому... Так, что мы делаем? Мы переносим вот этого покемона, Реген, мы переносим в Character Base. Угу. Реген мы перенесли. Если мы его туда перенесли, то и саму логику... А никакой логики нету. Это у стамины там есть дополнительная логика. У Регена тут ничего особенного и нету. Мы делаем вот так. И идем в мастер характера, в init характер. И вот здесь просто-напросто делаем... Видимо, у тебя грязь. жена любит сопливые аниме про девочек, а не мужицкие про преодоление своих перделов, дружбу Да. и так далее. Да. Это очевидно, да, вроде, нет? Так. Реген. Мужицкий это Сейлор Мун типа. А, это походу. Не, он, наверное, Джоджо имел в виду там. Где мужики. Где вот эта вот вся история. А чё Джоджо оно такое? Ну, я его не смотрел, я просто знаю, что там накачанные мужики, и они обнимаются. Все, что я знаю, Джоджо. Описал Джоджо, конечно. Я Сейлор Мун смотрел, когда еще на горшок ходил. Не помню. А если давно было, ты на горшок не каждый день ходишь? Раз в 1000 лет, да? Хреновый троллинг, наверное. Ну ладно. Так, забыл поменять этот. Они не обнимаются, они отрывают друг другу конечности, сосут кровь, влезают в мозги и так далее. А в Джоджо? Какой дружелюбный мультик. Вот сейчас вот это вот. Else. Это, конечно, плохо, то что там... Все, что может в голову прийти, все есть в Джаджо. О, как. Трогает за конечность, сосуд, влезают друг в друга. Да, вот так Трогают вот. за конечности, сосут, влезают друг в друга. Подожди, не понял. Я в Enemy перенес. Я того душу любил. Не, подожди, я не в Enemy перенес. Я в Character Base перенес. Реген, ну... А, здесь он никуда и не делся, потому что название подходит. Все, одобряю. Пу-пу-пу-пу. Джоджо. Ох,
это сейчас будет тут описание. Вот недавно вышла первая серия 7 части. Там ГГ закрутил и метнул свой шар во врага с револьвером. После попадания в руку она резко выкрутилась обратно ему в голову, и он нажал на курок. Да. Так, раз в 2 секунды, что такое-то стат. Пейстат Knight. Мы не трогаем. Здесь указать указали. Единственное, что я бы как-то, может быть, их переименовал. Реген. Периодик. Что-то типа такого сделал. А как периодик? Ну, я все правильно написал вообще? Что переводится, это понятно. Вроде бы правильно. Голоса разделились. Теперь 52% считают, что проблемы Fortnite никак не повлияют на Unreal. О как. Так, вот сделаем. Так, хорошо. Это мы сделали. А почему вообще должны влиять, и что там за проблемы могли возникнуть? Ну, у них увольнение, они жалуются, что у них бабла не хватает. И, Fortnite приносит меньше денег, мало. Им просто Fortnite это был основной источник, откуда они брали бабки. Если у них начинаются проблемы с бабками и с Fortnite, то ну, на всем остальном это скажется. Я считаю, что как-то повлияет. А как бы Fortnite это ёпики, а Unreal это тоже ёпики. И вот я единственное, чего боюсь, я боюсь, это если они сделают короче, платным его, что из разряда подписки какой-нибудь или еще ничего. У ёпиков бабла не хватает. И я думал, что Тим Суи не срет биткоинами. А, конечно, да. Да. Прям только в путь. Фу, все, я сбился. Что я там делал, что я хотел сделать. Все это перенесли. Поправили. Это исправили, это поправили. Можно заняться, конечно, обилками, но чтобы заняться обилками, надо делать вообще ту фигню. Что толку от этой? Надо с той стороны начинать. Додж можно сделать. Там, скорее всего... А еще после успеха Black Myth в Учанку у них должно было знатно привалить бюджета. Сколько? Сколько там? Ну, может, с десяток, другой миллионов они заработали. На этом. Опять же, это с десяток заработали, минус налоги идут еще из-за того, что им, допустим, 10 миллионов принес Black Myth в Wukong. И минус налоги там. Сколько у них в этих всех Калифорниях? 10, 20, 30%, 40, 50. И как бы уже совсем другая циферка получается. А для такой компании это вообще ни о чем. 5-10 лямов, сколько у них получится это. Да каждый китаец скупил этот симулятор для обезьяны. А им 5 отходит. Да, не каждый, что ты, каждый. У них продажи лярд. Держи в курсе. Каждый рожденный и нерожденный, да? Может, они подумают над новым проектом. Они будут жевать этот кал и делать редактор для кала. Вот, может быть, может быть. Кстати, вот. Вот это вот, кстати, интересная идея. Вдруг они
возьмут и откажутся от этого языка Verse, потому что они разрабатывают, и в Fortnite редактор как Roblox. Вот это вот хорошая идея. Мне нравится, если они от него откажутся. Потому что я не хочу, чтобы они Verse сюда переносили. Какая-то шляпа, если честно. Вот это вероятнее всего, да. Вероятнее всего, если какие-то будут изменения, то касается этого. Они могут упразднить и полностью отказаться от него. Да. Я об этом вообще не подумал. Молимся. Молимся, да. Ты тоже... ну его нафиг, вот эту хрень с версом этим. Ну посмотрим, у них 16-го, по-моему, или 14-го, ня или ля. Я не Конечно. помню. Я не помню, ня или ля. Когда-то у них презентация будет какая-то. И тогда, скорее всего, в релиз выйдет 5.8. И будет что-то. А, кстати, в 5.8 сегодня тоже видос смотрел перед стримом. Там что-то они с репликацией физики сделали в Айрисе. Она теперь как-то по-другому работает. И все круче, все великолепнее. Вот. Так, ладно. О. Дай подумать, что мы сейчас делать будем. Что мы делать будем? Это я все переносил. Надо делать главное меню. Глав меню надо делать. Что по глав меню? Кстати, а может level... а ну-ка, unlock. Мы тебя сюда спрячем, потому что мне ты нужен будешь как раз, когда я здесь буду работать. Открывать его будет неудобно. А с этими удобно. Ну, level, наверное, здесь будет находиться. Тишины всякие. Settings, details. Так. Думаю, так нажали и все есть. Просто и только. Чего я хотел? Что я хотел сделать? Я хотел главное меню открыть. Или посмотреть еще, что я тут подобавлял. Ну, по классике я добавил вот этот Dark Knight. Мы уже добавили. Есть он, красавчик. По классике я имел в виду вот этих вот ребят. Старые, добрые наши скелеты. Вот. Старые, добрые наши скелеты. Нужно их немножко упростить. Во-первых, мап удалять. Очистить себе место. Animation, мапы. Там мапы все это весит. Сериалы. Можно мне текстурисы? Да, вот они все текстурисы. Мы текстурисы еще можем подправить. Они все в 4К. Я думаю, на такой дистанции 4К, честно сказать, ну, как-то не очень надо. Что думаете? Загружать это, ну, подожди. Давай вернемся к рыцарю. Скелеты, это ладно. Dark Knight. Тут текстурисы откроем. Сколько он? Он в 2К всего. Не совсем 2К. Есть в 4К тоже.
Я помню, что я делал в 2К их или даже в 1К текстуры в FPS, и там-то они впритык подбегают, и нормально. А тут с такой дистанции это вообще ничего видно не будет. И мы очень сильно всего сэкономим. Что это такое? Рыцаря я предлагаю пока то, что 4К переместите в 2К. И, короче, будет счастье нам. Так, а как это делается? Reduce size. Texture size threshold. Мы в 2К его переделаем. Вот он все, который 4К переделывает в 2К. Ага, так нельзя. Ну да, я посмотрю вначале. Ну, допустим, вот 19 мегабайт вот эта фигня весила. А вот 10 мегабайт. Мы вот это будем смотреть. 17 мегабайт у нее диск сайз. Power of 2. Так, в 2К. Что? Все окей. Так, было 19 мегабайт, стало 4 мегабайта. Почувствую разницу. Ну, 5, ладно, 5. 19 и 5. 14 мегабайт просто минус. Здесь было 10, стало 3. Ну, накинем 7 мегабайт. Так. Ну и теперь, если мы откроем меж этот full, разницы особо и не видно. Ой, подожди, сильно быстро. Ну, если вот так смотреть, да, конечно, в 4К здесь было бы все получше. Там шлем же как раз изменялся. Но когда мы смотрим на него вот в таком варианте, то там и 2К на самом деле не надо. Но это потом поменяем, если что. Ладно, сейчас что такое parts? Это вот эти вот, да, идут. То есть он прям модульный, именно модульный. Хорошо, это потом будем, может, использовать. Ну, понятно, что parts это части, но... Так, демо, студия. Где-то его используют. Delete. Demonstration. Нигде не используют. Delete. Лишние поудалять. Хорошо. Female demo maps тоже удалить. А что тут у нее? Если честно, большая разница прям, ну. В скобочках никакой. Одинаково. Оки-доки. Подожди, а почему у нее сворд свой, а у этой сворд? Два сворда, интересно. Парцы. Ну ладно. Хорошо. Скнайт сюда к скелетонам. Showcase. Blueprint Materials. Blueprint можно тоже удалить. Удалить. Да, сколько он весит? Диск сайз 300 мегабайт. Подожди, не. Это со всеми ассетами. Это... 200 мегабайт. 300 мегабайт. Не, это со всеми. А меня интересуют сами эти. Вот этот сколько? 100 килобайт он весит. Ни о чем. Delete. В memory пойдет. Так. Давай текстурисы. И мы с 4К в 2К их тоже превратим.
Может быть, даже и в 1К. Потому что их много. Ну, допустим, 38 мегабайт. 38 мегабайт, о чем речь? Не, надо его все шлепать. Давай, выделяем. Reduce size. Вот все они в 4К. Тебе 1К хватит, по идее. Да, я ж об этом как раз таки. Я о том. Ну, 39 там, да, мегабайт было. Окей, клацаем. Ну, тут даже и 500, наверное, хватит, если так пошло. Потому что, ну, оно сверху. Там, ты, когда экшен происходит, там же оно не видно нифига будет. Так, и что тут? 38 700. 38 700. 2. 2. Прам-пам-пам, прам-пам-пам. Так, давай зайдем на скелета. Блин, а у него у каждого тут... А, не. А, да. У каждого этот демо и блюпринт тут этот. Дурацкий. Так, мэш. Ну, если... Ну, да, вот уже начинается. Ну, плохо. Да, ну, в таком виде, извините, но когда они бегают вот в таком виде, то тут как бы и 500, скорее всего, хватит. Приближать... у нас будет, конечно, приближение, но... дело в том, что... А почему он не попадает? Сильно далеко. Сильно далеко. В общем, в таком формате, конечно, ему... Его видно не особо. Ладно, косарик. Хорошо, косарик одобряем. Не туда-сюда. Weapon Armor. Это же Armor, он тоже как идет... По факту, кстати, его можно разобрать и забрать. Как на персонажа одеть. Хотя это будет шляпа, наверное. Как делать? Не менее мы можем так сделать. Чего я еще скачивал? Я скачивал всякие тут эффекты. Ну давай тут на мапу пойдем сразу, все пачки посмотрим их. Шейдеры. Наши любимые шейдеры. Preparing shaders. О, пошел процесс. Так, что это у нас тут? Magic Bubbles. Баблес, ты будешь еще раз? Или тебя надо подраконить? Или что надо сделать? Magic Bubbles. Set value. А где здесь ресет? Вон, бац, полетели. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Прикольно, пойдет. Dark Solo Projectile. Отлично, отлично. Можно и перекрасить, и Fireball будет, и Black Hole будет, и что хочешь будет. Dark Solo Impact. Dark Solo Impact. А можно, кстати, тогда сделать чуть побольше. Reset. Бам. Нормально так. Ice Mist. То же самое, просто покрашенное, что ли, будет? Да, то же самое, только покрасить. Магма Шот. Ну, подожди. Магма Шот. Давай посмотрим, что у нас за Магма Шот.
О, это просто жесть, смотри. Ну это ж мощь. Бам. Она работает, правда? В плане того, она определяет velocity. User параметр velocity. Хорошо, если я сделаю больше ее. Ой. Ну, логично, логично. Velocity, по velocity рассчитывать, куда полетит, это 6. Подожди, а как мне подстраивать его? Вот мне надо, чтобы я нажал, он именно в ту точку полетел. Это что, мне подгонялом заниматься каким-то, что ли? Как получится. Получится, да. Чисто так. На рандоме. Да, я думаю, я в какой-нибудь ГПТ забью вот эти параметры, то, что он там выбивает, и он что-то подгонит, и оно плюс-минус будет получаться то же самое, потом чуть-чуть подогнать их по тестам, и все будет окей. Не, ну, блин, эффектно выглядит. Такой бац именно, такой магма удар. Бац и лужа, чтобы появилась. Это мы сделаем обязательно. Так, что еще у нас тут есть? Dark Soul Impact мы смотрели, Dark Mist мы смотрели, Bubbles Explosion. Бам. Ну, почти то же самое, что и магма, я так понимаю. Нет. Юзер параметр отсутствует, так как он просто пускает его и все. Ну ладно. Этим мобы должны пуляться, чтобы игрок не расслаблялся. Ну да, они тоже будут. Ну просто Ниагару ты не научишь игнорировать. Если что, то придется. Потому такая физика для игровой логики будет ограничена немного. Привет, Xmarix. Короче, ну просто Ниагару ты не научишь игнорировать, если что-то придется. Он так не умеет. Надо... Была пробел, короче, ставить после скобочек. Привет, да. Будет ограничить немного. Какая физика для игровой логики. Но, в смысле, игнорировать Ниагару? Не игнорировать Ниагару, а рассчитать дистанцию. Скорее всего, там надо будет рассчитать дистанцию между игроком и этим, и конвертировать ее вот в этот... что там... Как там эту штучку уронил? Все из-за вас. Все вы. Короче, вы поняли, о чем я. Короче, Ниагара просто чекает физические объекты, и ты не сможешь заставить ее пролетать через каких-то актеров и так далее. С чем я столкнулся был. Не, мне не надо, в смысле, заставить. И тапочек потерял. Все потерял, все из-за вас. В смысле сталкиваться с этим? Она же... Или она работает... Не, подожди, стоять. А она что, сработает именно на актора, а не на... Подожди, стоять. Ну и отлично, мне это подходит. Если в персонажа попало, то... Разве Ниагара так не умеет? Так мне наоборот это же подходит. То есть если между точкой, куда я бросил, и где этот стоит, он, короче, ее по пути взорвет. Логика-то наоборот хорошая. То есть у тебя бросается фаербол вот этот, который летит, и он, ну, там же и создаст лужу и все прочее. Так, Magic Big Bubbles Explosion, Shattering Crystal. Я вот это хотел посмотреть. Но я что-то не пойму, что происходит. Мобов будет попадать, получается, из стены и т.д., если по физике. Да. Ну так она уже так работает. Как Ализиум, то есть. Но О. если будут союзники или самого перса зацепит, это не разрулить внутри Ниагары. Но если будут союзники или самого перса цепит, это не разрулить внутри Ниагары.
Ну, скорее всего, тогда просто надо будет ее разобрать и сделать свою логику. То есть вот этот выпускается, который сам Fireball летит, это у тебя один эффект, а сам взрыв это другой эффект. Ты уже логикой своей делаешь. То есть просто разобрать ее на... А что, 10? Ну, я сделал 10, и что? Вот это, кстати, прикольно будет. Так, тур-тур-тур-тур-тур-тур. Поняли, да? Вот делаешь какие-нибудь десяток здесь и там 25 здесь. Так, бам. Выстрелили таким этим. Поняли, поняли? Круто, круто. Круто, круто, это одобряем. Так, дальше. Dark Stone Impact. Dark Stone Impact. Бам. Камушки. Бам, бам, бам. Это мы одобряем. Crystal Torrent. Бум, 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 бум. Подожди, что за бум-бум? Подожди, подожди. Что за бум-бум? Бам, бам, бам. Если он прям там мощно так летит, 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 летит. Красота. Одобряем. Darkstone. Нормально. Так, Shattering Crystal. О, каст какой-то. А, это на эти нацепить, смотри. Тут как бы посох стоит, поняли? Смотри. Эффекты на оружие, поняли? Так, Фьюрия. Что у нас тут по ярости? Блин, а вот это прикольная история. А теперь вопрос, а как это сделать, как сюда что-то привязать? Ну вот он плюнул, да, этими штуками рандомно. А как мне понять, куда он плюнул, чтобы там лужу сделать и урон, который она наносит? Или никак? Он же ничего не возвращает у нас. Ну, допустим, я захотел сделать вот эту вот штуку. Спаунрей, допустим, там 10. Вот я сделал 10. Есть ивенты, которые можно получить от Ниагары. Там будет локация события. То есть можно, да, получить эту локацию? Так, а в чем, собственно говоря, тогда проблема с тем, если мы локацию получаем, лужу делаем, все делаем. Все у нас окей. Ну, в общем, кайфово, кайфово. Вот это кайфово. Так, Overcast, что такое? Ну, понятно, что это тоже эффект. Видали? Не, вы видали этот мощь? Смотри. Крутотень. Wizard Impact. Пока не знаю, куда можно засунуть это. Так. Ну, понятно, бум-бум-бум-бум-бум. А вот это будет всасывалка, я правильно понял? Не, я неправильно понял. Совсем другие эффекты. Бульк. Так, Lightning Strike. Тут. О, да, это оно. Ну, понятно, надо ее покрасить в цвет, как бы, настроения синий, сказать, и все окей будет. Мощь такой скилл заюзал, по-моему, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Пять, если один поставить. Бам-бам.
Так, Lightning Onion Cast, что это такое? Ну, тоже можно, как и в Fireball какой-то пустить, там поменять значение и это, то есть переиспользовать. Это то же самое. Можно поставить в Fireball, ну, в Projectile, который летит, там, делать залупить его и понеслась. Потион. Потион. Что за потион? Как забаф можно его это использовать. Ну да, покрасить, кстати, в зеленый, красный и прочее, и вперед. Так. Та же самая история, просто перекрашена, как у тебя. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, там что-то интересное происходит, смотри. А он подтягивает Static Mesh здесь. Я правильно помню, как это работает? Он же на Static Mesh подтягивает всю эту историю. То есть, если мы заменим Static Mesh, который нам надо, он изобразит то, что нам надо. Вот так вот красиво. Вообще кайф. Это, я так понимаю, сейчас будет Big Hammer, да. Bigford Trail, чё? Не, он так не хочет работать. Ничего не понял, ладно, идем дальше. Нормально, такой бабах. Magma Shot Impact. А вот и лужа, кстати, отдельная есть. То есть... Бам жизни. Magma Shot Projectile. Это, наверное, слэши были, если он будет двигаться. Слышали были, если он будет двигаться. Нормально двигается. Bigford Trail может быть? Я понял, такие типа шух. Shot Projectile. Это вот тот, который как раз таки летит. Только он никуда не летит. Никуда он не летит. Ну ладно, не летит и не летит. Это не столь важно. Ну, в общем, короче, вот такие вот эффекты. Кайфовые, классные. Мы их любим, обожаем. Что еще есть? Кстати, текстуры тоже они тут какие-то... Они все в 1К. Ну ладно, это мы не будем трогать. Мы хотим красивые, чтобы они все были. Ну и вот они по отдельности. Lightning Strike. Ох, я твою душу любил. Вот Lightning, я так понимаю, это вот этот, который бьет. И тут где-то колор надо будет добавить. Но мы потом будем разбираться здесь, залазить, что-нибудь пытаться понять, как тут что устроено, и ковырять его. А по поводу ивентов, по-моему, тут вот где-то можно взять, добавить ивент. Как-то. Или отдельно мы этим его добавить здесь. По-моему, где-то что-то я такое находил. Но это тоже потом. Так, а какие еще эффекты я скачивал? Shadow Knight. Что за Shadow Knight? О, Shadow Knight. Это вот этот вот. Правда, не помню, по-моему, там с ним какие-то есть приколы. Как-то он там неправильно, что-то с ним неправильно, короче, он какой-то. Но это мы как босса его засандалим туда. Так, тогда мы с текстурами его поработаем. В 4К мы его в 2К сделаем. Вот это все-таки босс. Босс-насос.
Ну, 24К все у него почти. В 2К. Так, все окей. Оки-доки. Third person. Meshes. Понятно. Third person BP, мапсы, blueprint. Я так понимаю, если я сделаю вот так, то у меня все будет хорошо. Лишнее поудаляет, да. Money Queen что тут делает? Ладно. Weapon Pack еще, точно. Я Weapon Pack скачивал. Skeletal Mesh. Для этого тут всякие орудия, всякие всячины. Есть меши. Weapons Kit. Все это тут. Пупсы всякие тут, факелы. Что? А че он такой плохой? А че почки так плохо? Они нормально бочки. Че она такая какая-то мыльная там была? О, полегчала и раздуплилась. Вот мы с ними тоже должны поработать в текстурах здесь, посмотреть, что у него тут. Оружие, потому что оружие как бы в 4К тоже не очень хорошо его хранить. Я его пока в 2К переведу. Что обратно он ничего не переводит, не умеет. Могли бы научить. В век и технологий все-таки. Надо было бы что-нибудь придумать. Так, хорошо, есть контакт. Тоже map можно удалить. И blueprint можно удалить. Кстати, эффекты какие-то есть. Что за эффекты? Particles Fire. Для факела, небось, я понял. Ну, все. Нет, не все. Еще есть вот эти вот эффекты и вот эти вот эффекты. Давай по братку. Вот это вот то, что мы сейчас где были. Это у нас Aura Explosion. Fields. Обязательно все это было на разные карты ставить? Что за приколы? Бам. О, точно шейдеры, я думаю. О, смотри, дискотека. Шла. Ну, давай по порядку. Очень знакомо, я с этим фаерболом работал. Так, это понятно. Это понятно. Ну, те какие-то, знаешь, это... Те покачественнее какие-то эффекты, если что. Ну, по ощущениям. По сравнению с прошлыми. Ужас. Да. Ну, вот трещинка, ладно. Трещины вот эти прикольные. То есть вот этот, конечно, вот это вот убрать, а трещины оставить. То есть, знаешь, там, допустим... Ну, я не знаю, какой-нибудь другой эффект там оставить. Ну, что-нибудь другое взять, там, фаербол какой-нибудь. Метеорит летит, и вот такие трещины остаются. То есть после бабах еще трещины. Да, трещины забирай. Трещины забираем, да. Ну, это прямо как дискотека, какие-то фейерверки. Это... Ну, еще вот это можно как-то использовать куда-то. Тоже, ну, подработать его надо будет. Вот для эффекта нормально.
Исчезает трещина, как-то быстро и неинтересно. Не, ну так нас интересует трещина. То есть параметры мы-то подправим потом, это понятно. Параметры-то умеем править. Вроде как. Ну вот это еще эффект нормальный такой. Можно что-нибудь, если его покрасить как-то, что-то сделать такой вот баф-дебаф. Так, пошел процесс, давай сюда. Слушай, ну вот это прикольно. Вот это одобряем. Но его чуть доработать. И вот я не пойму. Вот это... Вот это вот то, что оно нечеткое. Вот четкость специально он в настройках это взял, сделал. Если там четкие какие-то, вот тут что происходит? Что непонятная пиксельная каша какая-то. Что это такое вот? Вроде нормально. Отсюда отъезжаешь, все какие-то шляпа становится. Ну, это прикольно, короче, это одобряем. Вместо каши облака сделать ему не оставить. А там, может, в настройках можно будет полазить. И нормально будет. Ну, фиолетовая каша. Я, ну... Ну, вот это, если перекрасить, можно использовать. Что там? Так, ну, это все не... Ну, вот забафы всякие там какие-нибудь. Вот. Ну, вот это уже одобряем. Вот это одобряем. Только вот эти вот задние как-то светлячки поменьше может сделать, которые в округе. И шарик забрать. Шарик можно забрать. Ну, то, что сзади это, конечно... Слишком цветасто. Да. Так. Ух. Ох. Но эти баблы мы помним. Это мы все помним. Так, давай смотреть. Стенки. Ну, слушай, ну стенки неплохо. Ну как, стенка и стенка. Ничего такого, но... Ну как, чего такого, но ничего такого. Но вообще прикольно. Так, подожди. Запутался. Баблы. Ну, баблы это баблы. Тут мы с ними игрались. Мы делали, все окей. Баблы, баблы. Еще стенки. Ну, как-то, да, как-то... Если там на каждый скилл, знаешь, там на каждый эффект какой-то скилл сразу в голову приходит, как ты это будешь реализовывать. Здесь что-то как-то... Только вот эти шарики, которые по кругу, вот сразу что-то такое вот возникло, а все остальное какой-то... Ну и лужа еще тоже. Ну, посмотрим. Что-нибудь засандалим точно. Так, дальше. И еще один эффект. Это вот эти вот. Превью-ботом. Что за превью-ботом? Я сейчас так на рандоме открываю, не пойми, что сейчас что-то откроется, на пиписька на полэкрана. Но если что, осуждаю. Видел какие-то эффекты, там чувак, ух ты, там чувак какой-то эффекты делал, они наподобие этого, музыкальных таких. То есть там, о, я даже глючить начинаю, компилит это все. Пошел compile shaders.
Блин, только не говори, что мне вручную придется их сейчас все запускать, чтобы посмотреть. Ну, в общем, всякие вот эти вот, как в музыке, всякие там дергающиеся столбики, вот эти волны всякие. Потом площадка, короче, в общем, такие вот истории разноцветные, все прикольные. Так, и что мне делать? Он мне предлагает все выбрать это. И ресет нажать, что ли? Я зря это нажал. Ну, будем сейчас клацать, значит. Не, ну это нереально так. Это что-то... Что-то такое. Ну, слушай, всякие наземные эти прикольные штуки, там, разноцветные, то есть всякие бафы, ауры подавать, то есть тут прям их хоть одним местом жуй. А можно force click first? Можно сделать, как бы, ну, Infinity? Я бы так прошелся бы по каждому, так просто пролетаешь мимо. Ну, в общем, разные всякие тут фигурки. Прикольно, одобряю. Preview Fly. То есть это был ботом, а это Fly. Ботом Fly, ботом Fly. Что за Fly? Сейчас опять будет, да? Да, шейдеры пошли. Ой, тут что-то интересное, смотри, тут дофига эффектов. Блин, я не хочу их все, как бы, трогать, ходить. Че, пойдем по всем, что ли? Трогать их будем? Тогда надо details вынести куда-нибудь. Unlock from sidebar. Куда-нибудь сюда, побыстрее как-то. Все так это выглядит. Бам. Ну, прикольно, прикольно. Одобряем. Ну, в принципе, те же самые истории, просто боком. Бабочка. Так, а можно не эксплоужены? А где у нас начинаются энерджи всякие? Смотреть, что такое энерджи. И что это было? Нормально. Ну, короче, всасывалки, да, всякие там. Бафы, дебафы. Ну, слушай, вот это мы одобряем, это мы одобряем. О, пошел смотреть процесс какой. Вжух, там баф какой-нибудь получили, и сразу эффект завязался. Так, Energy, хорошо. Explosion, Energy, что еще есть? Trail есть. Ага. А че он боком вылетает? Стрелка нарисована туда, вылетает боком. Зачем так делать?
Так, трейл. Больше ничего нет, да, кроме трейл. Ну, и этих троих получается. Ой. Ну, прикольно, прикольно. Прикольно, прикольно. Это одобряем. Ладно. Все, закрой. Хорошо. Так, эффекты мы просмотрели. Это мы просмотрели. Эти мы поменяли, все текстуры. У нас сейчас по списку нам надо сделать выбор персонажа, чтобы мы выбрали персонажа. И после того, как мы выберем персонажа, нам нужно в главном меню делать скиллы. К ним переходить. Чтобы без скиллов, ну, пока делать нечего без скиллов. В игре. Босса я еще хотел сделать, но босса я уже сделал. Дело в том, что босс уже есть, ну, класс есть босса. Он его еще не призывает. Но без доп. Скиллов каких-то, ну, смысл просто моба призывать. Просто моба призывать — это одна строчка кода. Это неинтересно. Что там, дата тейбл какой-нибудь добавить. И выборку из него делать. Все. И все. Ну да, по списку идем. Добавим прокачку, потом надо будет собрать карту какую-нибудь одну. И потестить дать. Потестить дать, сказать, что как вообще идет, не идет. Ну там добавить скелетов, вот этих несколько скелетов сделать, несколько билок им добавить. Прокачку. Добавить небольшое все это сохранение еще имплементировать и дать потестить, идет, не идет. Слушать фидбэк. И с фидбэка уже определиться, дальше мы что-то делаем или не делаем. Дальше еще контента наполнить, собрать и в ранний доступ. Смотреть, идет, не идет. А если идет, то делать инвентарь. И делать, чтобы дроп был. Чтобы мы могли одеваться и нового персонажа добавлять. Еще одного. Как-то так. Как-то так. Mega Magic VFX Bundle. Хорошо. Выбор персонажа. Давай, пошли, пошли, пошли. Ой, пошли, пошли. Main меню вот сюда вот заходим. Вот у нас есть текст. Мы уже сделали эту кнопку. Мы на нее нажимаем. И у нас должен, в принципе, список персонажей быть. Как мы реализуем сам список персонажей? Можно сделать... Блин, столько вариантов. Ну, он будет по-любому вот таким же. Но есть несколько вариантов. Первый вариант. Вот у нас список просто бац, открылся. То есть название, его картинка, какое-нибудь описание. Рыцарь там, супер-дупер отшельник какой-нибудь там, гуляющий там, во тьме, следящий за звездами. Короче, такая шляпа такая. И статы его, естественно, нужны. Базовые обилки его нужны. То есть мили атака имеется, то есть... или в описании это именно все учесть. Можно в описании, кстати, это все учесть. Вообще все туда, все в description. Но это заполнять тогда его надо будет. Но меньше с этим работать. Просто если мы все в description засунем, то у нас уже, в принципе, все работает. Он подтянет эти... если мы из датаассета сделаем get description, он подтянет данные из геймплей эффекта
который там находится как раз-таки в обилке его. Вилка в этом, нахуй, ничего он не подтянет. Ничего не подтянет. Нам вот этот дэш, который мы сделали, и регены, которые мы сделали, их нужно будет обернуть в наш датаст. Тогда все у нас подтянется. Когда у нас все подтянется, хорошо. Все в дескрипшене. Все в дескрипшене. Все в дескрипшене. Или не все в дескрипшене. Вот тут не знаю. Также есть еще какой вариант. Можно сделать, когда нажимаешь, не прям выбор происходит, а бац, сдвигает тех, кто справа, и выезжает доп. Информация о нем. А вот эта штука, ну, она листовая история. То есть нажал еще раз на него, он свернул ее. И там доп. Информация как раз-таки о статах. То есть у нас здесь имя, картинка его и описание супер-дупер рыцарь. Все дела. Нажал, и у нас, бац, выезжает справа его статы. Все возможные обилки и прочая история. Ну, либо снизу. То есть, бац, нажал, снизу выезжает, и ты можешь листать эту штуку. Или просто можешь листать эту штуку. То есть спокойно берешь, листаешь, ничего не выезжает, просто навел и листаешь вниз. Ну, они побольше будут, чем вот это, вот, естественно. То есть где-то, может, как две их. Спокойно листаешь, читаешь. Что-то типа такого. Ты нажал его и выбрал. Все, он выбран у тебя. Selected. Базовый выбирается тот, который кто тот. Ну, который первый. Рыцарь, допустим, изначально выбран. Но он должен из сейва будет тянуть выборку эту. И он вставит его в Data Asset вот этот. А потом здесь Skills будет. Skills. Мы нажимаем Skills, там древо наше открывается. Где вот здесь вот древо появляется наше. Где у нас указаны наши очки. Сколько у нас их. Скиллпоинты. И... скиллпоинты. И... Ну и мы учим их. Мы их учим, а внизу у нас будут наши боксы, куда мы складываем наши обилки активные. То есть у нас там в древе и пассивные, и активные. То есть мы учим, выучили какой-то скилл, как объяснить. Ну, в общем, допустим, чтобы добраться до какой-то активки, нужно там пассивки перед этим выучить. Ну, древо обычное талантов. В общем, это. И потом берем и выносим оттуда активку тут сюда драг-н-дропом каким-нибудь. Бац. Перетащили его, и они у нас будут активны как в игре самой. Естественно, мы сохраняем его за этим датастом. То есть у нас сохранение должно будет быть... сохранение должно быть... Сохранение общее, да. То есть мы его как-то назвали. У нас есть сохранение. И в нем team-up. По-любому team-up, потому что нам надо data asset брать, так как у нас все на персонаже завязано. Прокачиваемся именно персонаж. Это значит, что у нас team-up это data asset в качестве ключа. А значение это вот наша структура, в которой уже мы там скиллы сохраняем в массиве. Прокачку сохраняем нашу и тому подобие. Вещи всякие делаем. Так, первое это выбор персонажа.
выбор персонажа надо сделать, чтобы он его записывал. И должен он его записывать будет в Game Instance. Game Instance. Самое интересное, что по сети там вообще другая история должна быть. Он запишет в Game Instance, но получит он его как? Он же должен будет взять инфу оттуда и оттуда, передать. Ну, короче, потом, когда будем делать, будем переделывать. Сейчас подсольник. Остальное это потом. Хорошо, нажали, у нас появляется менюшка. Нажали, у нас появляется менюшка. Правильно? Правильно. Открываем наши main. Худы или не уже. Давайте сейчас пооткрываем и... Может быть, закончим. Так. Все, закрыть. А вот enemy боссы я уже создал. Там надо будет в атрибут сете подвязаться noun des. И чтобы он ронял, в общем, сет отронял. Может, сейчас подпишемся. Где у нас инициализация происходит? Берите какой-то атрибут set. Вот он подписывается. Apply des. Он делает destroy. Можно apply des. Apply des. Сделать virtual void. Тогда нам не надо будет дополнительно подписываться. А с другой же стороны, это будет отдельный метод. И нам не надо будет мудрить там. Не, я, наверное, не буду мудрить. Я лучше вот это переопределю. Init character. Вот мы вызовем супер. Init character. D character. Spawn level. Spawn level, хорошо. Так, это мы скопируем, вот это мы скопируем. Единственное, что тогда мы так сделаем. If. Угу. Так, ну понятно, что ты не знаешь, что это такое. Сейчас мы тебе объясним. Есть не apply this, а... enemy boss des. Exp. Там не const. Нет, там const просто не с того класса тяну. Так, нет. Implement specific des behavior. Не, подожди, to do, во-первых. To do implement dropping null gradient x dropping
скилл. Скилл этот, как он? Skill point. Skill points, вот и все. Вот так вот, да, сделаем. Есть контакт. Есть, работает, хорошо. Boss das delegate. Все, так вот. Писали, все. Есть. Есть. Хорошо. Тудушку сделали. Про босса пока забываем закрыть. Атрибут сет забываем. Это забываем. Забываем. Dynamic характер забываем. Контроллер забываем. Это пока оставляем. Хотя он здесь и не понадобится, но оставляем. Нам понадобится GameMod и GameInstance. Нам понадобится GameMod и GameInstance. Давайте найдем его. Main меню. GameInstance только. Так, хорошо. Есть. И виджеты. Виджеты. Сам main меню, который у нас пустой, в который мы добавляем все эти оболочки. Level selection для этого. Main меню пока закроем. Не надо level selection, как он тут. Нет, виджет level устроен. Так, чисто подсматривать. Entry character loadout. Вот этот нам покемон нужен. Вот он. Это вот общий вот этот. Как раз таки button play и все остальное. Так, все открыли. Все подготовили. Я думаю, все это оставим мы на завтра. Ну, условное завтра. Реализуем выбор персонажа и начнем скиллы реализовывать. Какой-нибудь скилл 3. Как-нибудь что-нибудь придумаем там. А выбор персонажа им... Ну да, выбор персонажа пока. Пока я, может быть, еще перенести в датасты надо будет. А может быть, вне стрима перенесу, посмотрим. Ладно, что ж, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord и не только, ссылка в описании. И всем пока. Пока-пока. Ух ты, как резко.